Сегодня мы разберем 362 главу манги Черного Клевера. Люциус раскрыл свои карты, буквально высмеяв старания людей Клевера противостоять ему. Ибо все это время, пока шло сражение, антагонист даже не пребывал на поле боя, а находился на летающей платформе, совмещая в себе магию души, тела, костей и крови, что позволило ему создавать, возможно, неограниченное число дубликатов с полной или частичной мощью оригинала. Юна уже как-то смог победить одного из двойников, вот только что он будет делать, если против него будет сражаться сразу несколько Люциусов. А вот Аста уже на подходе, однако неужели антагонист знает о том, что он жив? Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на сессии 362 глава манги Черного Клевера. Переводил ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Используя магию гравитации дьявола Люцифера, антагонист уверенными темпами разрушает всю инфраструктуру столицы королевства Клевер. И видимо гул был настолько сильным, что паника добралась до самого короля этой страны Августа Кира Клевера 13-го, который начал визжать, чтобы маги, чего бы им это ни стоило, защитили его жопу. Ну что, король был как всегда в своем репертуаре. Видимо, он даже не был в курсе того, что начался судный день, так как он не понимал, почему вдруг земля начала трястись. Ему вообще интересно, что происходит в его государстве, а то он по факту просиживает штаны, сидя на своем троне. И ведь запас маны у него огромен, но почему-то из всех правителей королевств он выглядит самым пососным, хотя и обладает магией света. А ведь даже если он не хочет сражаться, тогда он попросту может использовать свою силу для усиления рыцарей-магов, как, например, это сделал Юна. Подойдет даже если этот вариант будет в несколько раз хуже, зато уже хоть какая-то польза. Или же он мог что-нибудь сделать для защиты страны, но кроме того, чтобы красоваться, он больше ничем похвастаться не может. Интересно, от него вообще будет толк в дальнейших событиях? Как вы считаете? А то даже в этой главе отличился Секи, который в любой удобный для него случай предпочел бы лучше смыться, чем противостоять противнику явно сильнее его. Но теперь, после того, как он непосредственно побывал на поле боя, где маги в неравных условиях пытались противостоять Верховному Дьяволу, и увидев, как парень без маны, которого считали отбросом среди отбросов, вовсю старается, несмотря на тяжелые ранения, старался помочь своим товарищам, эта картина сильно изменила мировоззрение Секи, и теперь, также находясь в невыгодном для него положении, он старался спасти людей, находящихся на поле боя. Он даже за этот год и несколько месяцев создал новое заклинание с очень пафосным названием. Магия создания бронзы, ультразащищенное бронзовое магическое пушечное ядро, которым он намеревался противостоять одному из ангелов Люциуса. Вот только, даже несмотря на то, что он находился под бафом усиления Юна, его сооружение вмиг было разбито. И казалось бы, сейчас он сдастся, но нет. Сейчас Секи понимал, что быть сильным не так просто, как хотелось бы, но вспоминая нечеловеческие старания Асты, этот персонаж не сдавался, приняв для себя решение, что пока ему удается стоять на ногах, он продолжит сражаться и будет делать все, что в его силах, дабы защитить население, точно так же, как это в свое время продемонстрировал главный герой. Сейчас Секи был идеальным примером того, как Аста своими действиями менял людей и их будущее. Возможно, теперь даже настал момент левелапа данного персонажа, и тогда мемы про темного лорда Секи становятся почти реалистичными с точки зрения усиления и пробуждения новых заклинаний. Но шутки шутками, однако в этой главе Бронзаза очень сильно поменялся и в лучшую сторону. И я бы даже сказал, у меня пропадает к нему омерзение относительно его прошлых поступков, так как теперь он действительно делает все, чтобы выполнить долг рыцаря-мага. Однако не все сейчас были преисполнены желанием выложиться на полную, поскольку сейчас рыцарями овладевало чувство страха и отчаяния, видя как один из дубликатов Люциуса просто моментально
вывел из сражения Кайзела, одного из капитанов рыцарских отрядов. Вот только большим потрясением для толпы стало тем, что они распознали в противнике своего действующего короля мага. И это стало просто окончательной каплей в их чаше сомнений. Ведь нет ничего хуже, чем если твоим противником станет сильнейший человек страны, который ранее защищал народ ото всех возможных опасностей. А зная на то, что был способен король магов Юлиус, и видя то, что он сейчас вытворяет, разрушая все и вся на своем пути, многие просто уже опускали руки и принимали тот факт, что им уже не выжить в бою против короля магов, являвшимся теперь их главным врагом. Но тут появляется Маркс, который своей магией хотел донести людям правду. Ведь как когда-то ему говорил Юлиус, иногда его магия памяти может принести людям куда больше пользы, чем какая-либо другая сила. Поэтому он считал своим долгом раскрыть народу истину о противнике, чтобы рассеять немного их страх отчаяния. Маркс рассказал всему населению, что телом короля магов завладел противник, и хоть Юлиус был очень сильным магом, но враг оказался намного могущественнее. Вот только несмотря на это, еще были люди, которые, зная всю тщетность, продолжают сражаться, показав всем изображение того, как Юна даже удалось победить одного из двойников антагониста. Далее речь о Гринбериэле продолжила Мимоза, рассказав людям о достижениях и силе этого мага. Также в массы было донесено о том, что несмотря на силу противника, многие капитаны рыцарских орденов все еще продолжают сражаться, защищая население страны. Многие из рыцарей-магов получили кучу травм, но их старания не были напрасны, так как результатом было то, что среди гражданских не было тяжело раненых. А поэтому сейчас им нужно было также и самим позаботиться о своей безопасности, ведь благодаря заклинанию Неверленд люди получили возможность создавать заклинания сильнее, чем раньше. Ситуация была не из легких, так что нужно было также проявить желание спастись самому, а не только надеяться на рыцарей-магов. Ибо желание кого-то спасти или же просто выжить не было сильнее в этом мире. И поэтому Мимоза взывала людей не сдаваться, так же как это делал Аста, когда, казалось бы, надежды больше и не было. Люциус же просто смеялся с их потуг хоть что-нибудь сделать, говоря, что все это просто пустая трата времени, ибо сколько бы они ни старались, результат все равно будет одним и тем же. А слова Маркса он назвал софистикой, то есть ложными аргументами. Ведь по сути, многие просто даже не догадывались, что Люциус был просто троянским конем в их королевстве. И получается, если у антагониста будет на то воля, то он просто может раскрыть людям настоящую информацию насчет Люциуса. А в таком случае это уже может привести к окончательному уничтожению надежды в сердцах людей, поскольку удар после того, как они вроде бы как получили лучик надежды, может оказаться для большинства просто фатальным. Однако Юна на все слова Люциуса ответил ухмылкой, тем самым опровергая мысль противника на то, что все их усилия напрасны. И я вот надеюсь, что раз уж у Гринбериэла все еще были силы на то, чтобы усмехаться над словами врага, значит даже в такой ситуации, когда его окружало сразу множество Люциусов, он не терял уверенности в своих действиях. А то есть еще есть надежда на то, что Юна еще покажет нам что-нибудь интересное до прихода Асты. Но что собственно насчет самого главного героя? Сейчас он непосредственно был возле Рю и готов был отправляться обратно в королевство Клевер, но почему-то черных быков все еще не было в стране Хина. Рюда показалось это странным, говоря, что все приготовления другой стороны закончены, и друзья паренька уже должны были прийти за ним, так что он решил посмотреть с помощью своего тенгенцу, что именно их задерживает. Вот только увиденная картина не на шутку шокировала Сёгуна, ибо черные быки столкнулись с паладином, и не абы кем, а с Дамнатио, который еще будучи просто человеком, имел силу свести на нет всю мощь противника. А сейчас я даже боюсь представить, на что он способен, получив очищенную силу дьявола. И ведь если посмотреть внимательно, то можно заметить, что у него на голове было аж целых 4 рога. То есть Люциус поместил в него явно не слабого дьявола. Так и еще с этим возрастет мощь и его основной магии. Ну а пришел сюда Дамнатио для того, чтобы совершить правосудие над злом, которое, по его словам, пытается нарушить порядок нового мира. Примечание редактора так вообще говорит, что прибыл ангел осуждения. И это просто какая-то жесть. Тут два варианта. Либо Люциус уже в курсе того, что Аста жив, либо же антагонист прислал к черным бокам паладина, чтобы этот аномальный отряд не принес ему просто дополнительных хлопот. Сейчас я вообще не представляю, кто сможет сразиться с этим противником. Возможно, Магна, если он опять активирует руну равновесия, поскольку все остальные персонажи сильно полагаются на ману, а если противник не позволит ее использовать, тогда это Габелла. Но также тут есть еще и Ванесса с Руж, которой подвластна судьба. Так что, скорее всего, нас ожидает матч-реванш черных быков против Дамнатио за тот случай,
случай с наглым обвинением Асты. Еще очень бы хотелось, чтобы в сражении приняла участие еще и королева ведьм, так как она одна из сильнейших персонажей в мире Черного Клевера. К тому же ей наверняка доступны древние, а может и запретные знания, так как ей больше 100 лет, а сколько на самом деле неизвестно. Так что намечается очень интересная битва, а вероятность увидеть в ней полную силу королевы ведьм только усиливает мой интерес. А также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев по поводу следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.